Начали сегодня утро в Люань с прогулки по горам. Вообще любимая абсолютно затея в таких местах. Природа, чистота, никого нет. Вот, довольно удаленный хутор здесь. И вот увидели такую плантацию интересную. Я обратил внимание, что с нее вообще ничего не собирали. То есть вот побег, я сейчас даже сорву один. Вот такой вот побег огромный, вот, который вырос. То есть видно, что обычно собирают в Люань не почку, два листочка, как я рассказывал, а именно по листикам. Здесь, все листики уже большие, выросли. Думаю, почему не собирают? Он говорит, типа, не было в этом году времени. Вот, не было в году времени, плюс сбор стоит денег каких-то, не было заказа на чай. Именно вот этот. Я спросил, а что это такой чай, на который не было заказа? Он говорит, что называют они здесь его цзао-ча. Понятно, что цзао это ранний чай, это чай, то есть означает ранний чай. Я думаю, что сорт, скорее всего, называется как-то иначе, но тем не менее он отличается от большинства сортов, которые здесь выращивают. То есть это другой какой-то сорт. Почему цзао-ча? Цзао-ча в смысле, что он очень рано уже готов, то есть его можно делать уже там значительно раньше цинмина, то есть в марте, и поэтому на него очень высокая цена. Она говорит, такая интересная вещь, говорит, то, что чай-то, да, он очень обычно дорогой, потому что он самый первый, но он при этом далеко не самый вкусный. И поэтому его не каждый год у них заказывают, не каждый год просят что-то делать. И, в общем-то, они его вообще в этом году просто не собирали вообще. Вот такой, жалко же, сырье-то хоть бы собрали, сделали что-то. Вот так говорит, зачем, у нас там есть сейчас другие плантации, мы там соберем. Вот, то есть бывает такое. Она говорит, в следующем году что, потом просто подрежем. Вот, и в следующем году, может быть, будет заказ на него, будем делать. Рядом с плантацией цзао-ча или раннего чая есть так называемый бан-ча. Или они еще называют его чи-ча. То есть это на местном, как бы скажем, такой локальный сленг. Вот, бан-ча, а чи-ча от слова кушать. То есть чай для еды, странные такие названия. Вот, я говорю, что это тоже название сорта, но, честно, мне не верится. Я думаю, что 100% это, конечно, не ботаническое название, какое-то локальное наименование именно куста. И вот чи-ча выглядит вот так вот. То есть это то, с чего собирают основное количество лянь-гуапяня. У него вот такой побег. Вот видно, тоже с этих кустов не собирали. Потому что специально сюда сборщиц вызывать ради там 4 кустиков никто не станет. А вот рядом вот цзао-ча, у него вот такой побег. То есть очень разительное отличие, потому что видно, что за один и тот же период вот насколько разного размера дали побеги, да, то есть, конечно же, явно, что вот этот, когда он уже был готов к сбору, этот еще даже не вышел. Именно поэтому, собственно, этот сорт называют цзао-ча, то есть ранний чай, который уже готов к сбору гораздо раньше, чем основное количество лянь-гуапяня, которое здесь растет. Кстати, вот гуляя по бамбуковому лесу, тут увидел торчащий корешок и решил вспомнить о таком интересном моменте, то что самые элегантные такие, самые ценные вещи из бамбука, в том числе, кстати, и чайные принадлежности, очень часто делают из корневищ, то есть из корней. Есть корневища, есть корней. Из корневища делают такие вот такие фигуры интересные, потому что считается, что корень, в принципе, бамбук сам по себе очень прочный, а корень бамбука он прочный вдвойне. Конкретно из корней делают всяческие там чайные кисти, делают разные там просто украшения, делают иногда, если толстый корень, даже могут чехэ делать, что только не делают. Вот, делают разные палочки, там, например, для чайной церемонии. То есть не только для чая, но если говорить именно про чайные принадлежности, то очень часто можно увидеть, прежде всего, кстати, у чайных кисточек. Такой вот, если видите, такая немножко изогнутая, красивая структура палочки бамбуковой, почти всегда это корень. Очень легко определить, потому что видно, что такие вот отросточки, да, вот от общего корневища, на каждом соединении, на каждой перепонке, да, вот очень много отростков, откуда идут маленькие корешочки. Вот, то есть это довольно так выглядит красиво, приятно, и поэтому очень часто используются именно вот эти части бамбука. Ну и, собственно, обычно подороже немного изделия из корней, потому что корни надо доставать из земли, это не так просто, как просто срезать бамбук, там, да, использовать ветки там, и так далее. Но, кстати, бамбук абсолютно универсальнейшим образом используется, то есть из него используют абсолютно все, то есть начиная действительно от корней, корневища, ветки, там, то есть все идет в дело. Вот, растет он быстро, поэтому это такой бесконечный ресурс для производства. Даже листья бамбука идут на употребление, то есть в том числе делают такой
такой тоже чай. Он тоже, кстати, так же, как и зеленый чай, называется тоже джуэтин, то есть свежие бамбуковые листья. Только есть такой сорт чая, а есть, собственно, и сами листья тоже бамбука. То у нас они были, я думаю, будут снова. Но еще чай обладает антисептическими свойствами, поэтому тут поранил Ярик пальчиком, ему замотали чайными листьями. Вот, будет заживаться быстрее. Вот сборщица сейчас собирает чаек, который скоро станет нашим чайком. Здесь в Люане мы это уже делали и не раз. То есть я заказал какое-то количество, приезжаю, чай начинают собирать, потом смотрим, как его делают. Ну а потом, собственно, дегустируем, если понравится, то забираем. Кстати, вот очень наглядно можно посмотреть, как собирают чай. Именно здесь, в Люане. Выглядит весьма необычно, потому что обычно все собирают как бы почку, да, 2 листочка. И, как я говорю, в Люане собирают только листик. Поэтому после того, как собрали только листик, остается вот такой вот длинный черенок, вот, у которого наверху почка и 1 листик. Вот именно листья, которые рядом с почкой, обычно не собирают. Собираются листики ниже. Вот, примерно 5, бывает 4 листочка, смотря где. Понятно, сколько длинный черенок. Вот, а почка остается. Вот, почка, кстати, очень вкусная. Вот, и мы так их вот потихонечку кушаем, потому что жалко, когда остается такое добро. Вот. Кстати, раньше они здесь, говорят, что с этих же кустов они собирали хуанья. Вот, то есть, если неподалеку, ну как неподалеку, несколько часов пути на машине по серпантину, и вы оказываетесь в Фошань. И в Фошане делают хуанья, то есть, собственно, желтую почку. Также делают еще там Индия тоже северную почку. И там как раз это почечные чаи, то есть либо там просто почка, либо почка 2 листочка. А здесь, собственно, только листики, но при этом сырье на почке очень хорошее, просто они делают здесь другой чай, и почки поэтому остаются не удел, очень даже жаль. Получается вкусно, но в каждом месте свои традиции, поэтому так забавно, конечно, выглядит после сбора. То есть обычно везде смотришь, так все почки собраны, значит, то есть такие лысенькие кустики, а здесь наоборот такие длинные остаются черенки, все в почках, это значит, что чай собран. Интересный один момент тут уточнил. Обрати внимание еще раньше, что здесь в Люане, ну вообще в Аньхое это, в принципе, распространено, особенно в высокогорье. То есть такие небольшие чайные деляночки, и вокруг много леса, либо бамбукового леса. Потом, значит, снова деляночка чайная, снова, значит, лес. Ты такой, спрашиваю, как же так? То есть китайцы народ такой трудолюбивый, в принципе, народу здесь хватает. Почему не делаете, как там в Юнане или там в других провинциях, где просто вырубаются огромные площади и все засаживается чаем. Вот. Ну, тоже, конечно же, не везде, то есть есть заповедники. Вот. А тут в Аньхое, да и вообще в многих местах на севере, где как бы более общеосвоенные, более густонаселенные территории, в общем-то, запрещено не только там лес рубить, но и даже там какие-то разрешения получать на новые насаждения. То есть особенно это касается именно территорий вот таких вот горных. Ну, вот здесь рядом еще водохранилище очень большое. И таких вот баоху, то есть охраняемых территорий, которые являются, может быть, даже не обязательно заповедником, национальным парком, но просто как бы вот территории, которые запрещено вообще ввести какие-либо вырубки, какие-либо дополнительные посадки. Более того, рассказываю, значит, наша подруга, которая владеет вот этой вот конкретной плантацией, например, смотрит аэрофотосъемку территории, если обнаруживается, что даже вот там буквально там несколько десятков квадратных метров вырублено, они это все очень четко отслеживают, и можно очень надолго залететь в тюрьму за такие вот незаконные насаждения. Вот. Но это, конечно, хорошо, для природы, я думаю, это точно абсолютно хорошо, потому что такой грамотный баланс. То есть где-то процентов, наверное, 80 тут леса и процентов 20 чайных плантаций. И местами даже, наверное, чайные плантации не превышают там 5-7% от общей площади горной. То есть получается, что не нарушается экосистема во время сильных дождей,
не происходит оползни, потому что деревья держат горы. Ну и вообще это правильно. То есть здесь даже, я обратил внимание, здесь даже посреди плантации, конкретно вот я стою у дерева, тоже обязательно насажены деревья, ну не везде, но много где. И государство обязательно в таком, говорит, плановом порядке подъезжает к некоторым фермерам и говорит: так, вот здесь нужно посадить, здесь нужно посадить, и эту плантацию нужно, значит, вообще все перестать здесь чай собирать, пускай растут бамбук там или что-то еще. То есть так довольно жестко это регламентируют. И чем более высокогорная территория, тем больше регламент. Ну, естественно, если национальный парк или заповедник, там вообще ничего нельзя, либо только на очень каких-то ограниченных территориях. Такой невероятный вид открывается с плантации на водохранилище. Там внизу плотина, которую, кстати, строили советские рабочие. Плотина обеспечивает, и водохранилище обеспечивает водой и электроэнергией. Там еще гидроэлектростанция, значит, весь Люань и окрестности. Вот, то есть здесь довольно такое мощное сооружение, и получилось очень живописно. Хотя старожил рассказывает, там, конечно, внизу была долина, все такое. Ну вот, собственно, очень много таких сооружений в Китае, в горном особенно, потому что народу много, нужно обеспечивать всех водой. Ну и получилось, мне кажется, очень красиво все-таки, потому что вода невероятная. Вот здесь, кстати, много водится рыбы, очень много рыбацких лодочек. Тоже разводят кто-то, там у них есть садки, есть просто рыба, которая сама по себе ее просто ловит. Очень много плантаций чайных на противоположном берегу видно. Туда, кстати, очень тяжело добираться, там дороги почти нет. То есть вот здесь вот еще какие-то хуторочки и сделали дорогу, а на противоположном берегу там еще очень много, скажем так, мест, где вообще там только грунтовки или даже какие-то дороги для мотоцикла. Вот. Такое место вроде бы не очень далеко, то есть всего там сотни с небольшим километров от города, но при этом такое ощущение, что ты где-то очень-очень далеко от любой цивилизации. А здесь совсем такой микрозаводик, даже сложно назвать заводом, просто комнатка буквально, вот, не знаю, вот она вся. Здесь котел для обжарки, корзина для делания маленького огня, малого огня, сяохо, потом еще есть большая корзина, она просто на улице лежит, для дахуа, чтобы делать большой огонь. Это финальный хунбэй, который один из важнейших стадий производства люаньгуапяня. Но здесь конкретно сырье, из которого собираются делать хуанья или желтую почку. Здесь тоже ее делают, но очень немного. То есть в основном больше запрос на гуапянь. Вот, то есть как раз видно по сырью, что здесь вот, собственно, почка. И получается даже аж 4 листочка такой, они более высокие собирают сырье. Но это, кстати, уже поздний сбор. Вот, к тому же это как бы чай такой, скажем, более массовый. В плане чего массовый? То, что обычно фермеры, которые делают такие маленькие количества чая, они редко это продают кому-то отдельно, они обычно это сдают куда-нибудь, и там дальше это все уже смешивается с сотнями разных производителей, и уже удается как некий там товар какой-то компании более крупной, кто занимается чаем. То есть никто вот так вот не... Из китайцев каждый раз, когда я приезжаю сюда, думаю, что ты тут делаешь вообще? То есть зачем тебе вот эти вот там 2, 3, там 5, 7 килограмм чая, потому что у них больше просто нет. Вот. Но тем не менее понятно, что мы занимаемся чем-то более массовым, и таким просто интересно заниматься, потому что видишь, как он вот первоисточник, вот оно здесь, оно так. Да, это неудобно, но это интересно.
Небольшая у нас речная прогулочка, вот, даже можно сказать озерная прогулочка, потому что это водохранилище Ливанское главное, и сейчас очень красиво. Обожаю дождь на самом деле, и такую погоду находиться на воде вдвойне приятно. Во-первых, еще туристов никаких нет, никого нет, все куда-то прячутся, китайцев, ой, там дождь пошел, все. Ну не, ну не то, что они там ничего не делают, но, по крайней мере, не отдыхают уж точно в этот момент. Мы, кстати, сейчас проезжали очень много вдоль плантации и, смотрю, собирают. Одевают плащи, дождевики. То есть, скорее, такая история. Не то, что в дождь чай не собирают, просто если чай сделан из сырья, который собран в дождь, то он не всегда может быть хорошим. Но сейчас, в принципе, научились уже и подсушивать там по-всякому, что только с ним не делают. Вот, то есть варианты могут быть, варианты возможны. Вот, главное, чтобы потом проверяли, что же получилось. Когда постоянно ездишь по чайным плантациям и заводам, маленькая смена обстановки, видео так вот оказаться на воде, кажется чем-то прям вообще очень удивительным и непривычным. Но на самом деле мы все равно находимся рядом с плантацией, потому что вокруг везде по периметру выращивают чай. Происходит обжарка первичная. Называют здесь чай, хотя я его назвал сначала хуанья, но в принципе из него можно делать хуанья, но они его называют ешен, хотя он дикорастущий, поэтому называют его ешен. Такова местная традиция. Вообще очень по-разному, конечно, любят местные жители называть те или иные вещи в разных регионах. Похожая технология есть. В принципе, очень похоже на производство лянь-гуапяня, то есть полностью ручная обжарка. Причем конкретно эта семья, это пенсионер, у них очень маленький такой бедный абсолютно домик, родственники дальние наши знакомые. Вот, и, в общем-то, вот муж с женой вдвоем, у них вот такое очень скромное хозяйство. У них ограниченное электричество, поэтому они даже не могут себе позволить никакой станки, не потому что они там вручную хотят сделать, потому что это там более качественно, а просто у них нет возможности сделать не вручную, они очень бедные. Вот, но они вот делают такой вот дикорастущий лянь шэньча. Мы, кстати, его уже привозили к нам, купали его в позапрошлом году, в прошлом году. Вот, в этом году посмотрим, что получится. Если будет хороший, наверное, тоже возьмем. Вот, люди очень приятные и такие прям максимально простые, делают хороший вкусный чай. Погода сегодня окончательно испортилась. Мы сейчас еще немного времени проведем здесь в Ливане и поедем в Хошань. Потому что у нас сейчас очень экспресс, скажем так, перемещения, времени мало, а мест надо посетить много.
Здесь, конечно, совсем другая атмосфера. В смысле, когда выбираешься только из города, оказывается, вот в этом вот в город, ни в какой город возвращаться не хочется, в особенности в китайский. А сзади меня сидит корзина, в которой делается сяохо. У них весь цикл производства в одной маленькой комнатке. Единственное, что потом еще после сяохо будет делаться дахо. Вот, сяохо здесь производится по традиционной технологии, то есть внизу там угли, немножко просыпанные пеплом. Вот, тоже температура угля регулируется, для того, чтобы она не была не слишком высокой, не слишком низкой. Сверху ставится корзина, и чай вот так вот томится. Вот, это такая сушка. Вот, но очень нежная сушка, и она тоже делается в стадии многократно. Уже подробно эту процедуру я показывал ранее. Я думаю, что еще посмотрим, может быть, сейчас в другом месте как это делают, если получится тут добраться. Пришли к еще одним ребятам. Тут, в принципе, такой. Больше никто ничем, кроме чаем, не занимается, поэтому до следующих ребят оказалось идти не так далеко. Вот. Хотя по дождливой погоде лазить по склонам не так удобно. Очень много таких вот фермочек, ну или даже, в общем-то, это и дома, то есть тут это не то, что там приехал, уехал, а именно дом спрятан так, что тут только может пешком дойти сюда, то есть тут ни мопед, ни на чем не подъедешь. И часто эти дома даже не видно, потому что они прям в лесу находятся, видно только плантации. Один из домиков, где живет этот хозяин, тоже у него небольшое хозяйство тут. Сейчас растапливаем печку специально для того, чтобы разогреть котел. Вот, можно было начать жарить. Вот, сейчас, кстати, сырье очень мокрое, потому что сильный дождь. И поэтому специально для того, чтобы более-менее его влагу выгнать, он закидывает лист в машинку, вот то, что закидывал в машинку, чтобы оттуда вышла вся влага. То есть просто так встряхивает, чтобы сбросить воду с листа. Вот, и только после этого начинает жарить, потому что влажное сырье не жарит, чай сразу портится. Сейчас, собственно, вот начался процесс. Еще, кстати, очень здорово в дождь так вот сесть у печки, погреться. Вот, то есть вот, печь как таковой здесь для приготовления, но там вот на кухне. Вот, сейчас нет, не готовят, тепло. Вот, а так, в дождливую погоду еще способ обсушить вещи. Печка организована максимально просто, здесь даже нету ни дымовода, ничего, то есть просто прям дым сразу идет. Наверх там в крыше небольшие отверстия, которые позволяют дыму выходить обратно. Вот, так, в принципе, тут супер простое приспособление. Вот, просто топка, сверху котел, все, больше ничего. Ну и кропотливая такая медитативная работа по обжарке. Соседнее производственное помещение. Конечно, очень громко звучит слово производственное помещение для этого деревенского микрозавода, но тем не менее, вот здесь происходит вейдяо. В общем, такой очень оригинальной технологии, просто стоит, насыпается, зачищается пол, значит, на него кладется чай, рядом вентилятор, который выгоняет влагу, вот, и тут, собственно, вот вейдяо. Вот, потом, значит, после этого обжарка и все остальные стадии. Вот, то есть вот тоже микропомещение, чуть побольше, чем вот там пенсионеров, этих соседей. Вот, но тем не менее тоже такой маленький заводик. Очень похож на тот же самый, на котором я был, когда делали большой материал производства ленгуапяня. Вот, сейчас конкретно смотрим, что происходит. Вот, чуть позже будем ждать результатов этого урожая, этого года, посмотрим. Но, конечно, сегодняшний чай мне бы не очень хотелось. Буду просить, чтобы сделали для нас в другой день, когда будет погода получше, потому что сейчас очень много дождей. Вот. Но, с другой стороны, все зависит от мастерства. Можно сделать и хороший чай даже в такую погоду. Важно попробовать. Не попробуешь, ничего не поймешь.